Робот-пылесос с мощностью всасывания в 5000 паскалей, емким аккумулятором в 5200 мАч, лидарной системой навигации, удобным приложением, через которое можно полноценно настроить его работу под ваши предпочтения, установить виртуальные стены, запретные зоны и так далее. Также данная модель имеет поддержку голосового ассистента, отличное время автономной работы до 280 минут, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к роботу-пылесосу под названием DreamBot DA10S. Но как же на самом деле дела обстоят у него, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой белой упаковке. На ней есть изображение и название модели, а также краткая характеристика. Пакинг неплохой, все дошло целым и невредимым. Комплект средний, запасных щеток или чего-то подобного здесь нет. В коробке находится сам робот-пылесос, съемный кабель питания, длины которого более чем достаточно, зарядная станция без выделенного места под кабель, за что сразу минус, съемный резервуар для воды с протирочной салфеткой и одна боковая щетка. Весит устройство 3 кг 600 граммов, а габариты 350 на 350 на 97 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мибэндов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец бывает много, в описании. В описании также еще мой телеграм-канал взаимопомощи. Нас там 14 тысяч человек, телеграм-канал скидок 85 тысяч. И мой личный телеграм-канал, есть вопросы, пишите туда. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, в феврале тоже. Перейдем же к роботу-пылесосу. Полетели. Данная модель поставляется только в белой расцветке. Может быть, какие-то еще завезут потом, но пока не завезли. Внешне D10S выглядит стандартно, как многие роботы-пылесосы. Дизайн минималистичный и аккуратный. Корпус робота-пылесоса выполнен из матового пластика, а наверху находится глянцевая часть. Сборка хорошая, материалы качественные. На корпусе расположили название производителя, две стандартные физические кнопки, такие как кнопка включения и кнопка домой. С кнопки включения можно также начать уборку. Кнопки имеют индикатор состояния робота-пылесоса. Наверху расположили лидарную систему LDS с защитой от застревания. Далее есть воздушное отверстие и динамик. Бампер с одним датчиком и прорезиненной вставкой, чтобы обезопасить мебель. И сам пылесос от повреждения. На дне D10S расположили два основных колеса и одно поворотное. Два контакта для зарядки, датчики падения, краткую информацию, одну боковую щетку, место для крепления резервуара воды емкостью 235 мл с салфеткой из микрофибры, возможность настроить расход воды есть, что удобно. Подвижный подвес, турбощетка, силиконовая, ко всему еще и разборная. Для гладких поверхностей данная турбощетка, как по мне, просто отличный вариант. Далее внутри под крышкой мы имеем кнопку сброса, индикатор Wi-Fi, чистящий инструмент, за что плюс, пылесборник емкостью 570 мл с HEPA-фильтром. Достается он легко, как и устанавливается. Мусор из пылесборника при изъятии у меня не высыпался, так как имеется пластиковая защита. Док-станция небольшая, выполнена в стиле робота-пылесоса. Много места не занимает, но минус за то, что некуда спрятать кабель. Спасибо на том, что есть стяжка на липучке. Все составляющие робота-пылесоса выполнены из хорошего прочного пластика, сборка отличная. Мощность всасывания целых 5000 паскалей, что хорошо. Робот-пылесос имеет 3 режима уборки, такие как сухая уборка, влажная уборка и комбинированная. Сила всасывания регулируется 4 уровнями, а подача воды 3. Также можно персонализировать уборку для каждой зоны и установить последовательность уборки. А для влажной уборки есть две схемы. Это ежедневная и тщательная уборка. Лично я большой разницы не обнаружил между этими двумя схемами. Но круто, что они есть. D10S поддерживает голосовое управление через Amazon Alexa, Google Assistant и Siri. Также есть информация о том, что D10S может работать в паре с Яндекс Алисой, но я не проверял, так как для меня уже наличие Google Ассистента и Siri достаточно. Подключается робот-пылесос по Wi-Fi на 2,4 ГГц, емкость аккумулятора 5200 мАч, помещение в 45 квадратных метров, требует 44 минуты, около 65% заряда уходит. В целом результат неплохой, не скажу, что заряда с запасом, так как я привык включать уборку по 2 раза, а здесь его не хватит. Полный цикл зарядки занимает 6 часов. Далее я подключил робот-пылесос к приложению Dream Home. Mi Home у меня не подключается. Данной модели нет в списке поддерживаемых роботов-пылесосов. К Dream Home D10S подключается без проблем и быстро. На главной странице все стандартно, так как можно посмотреть площадь уборки, заряд аккумулятора и время уборки. Настроить уборку, управлять картой, устанавливать запретные зоны, виртуальные стены, разделять комнаты и так далее. Можно сохранить несколько карт. Карта строится хорошо с автоматическим зонированием на комнаты. В приложении можно также настроить голосовое сопровождение. В стоке была установлена озвучка на английском языке, но можно установить русскую озвучку, что хорошо. Ко всему можно выключить или отрегулировать громкость. Далее есть бета автоопределения ко
ковров для усиления силы всасывания, включение режима защиты от детей, что очень даже полезная функция, настройка режима не беспокоить, установка плановой уборки, дистанционное управление и еще небольшое количество стандартных функций. Обновить прошивку в приложении можно, но мне обновления еще не прилетали. Перейдем же к тестам. Уровень шума не превышает 72 дБ. Разумеется, это при максимальной силе всасывания. Сразу отмечу, к примеру, коврик он изредка определяет как обрыв. По уборке у данного робота-пылесоса все стандартно. Изначально проходит по периметру, а затем убирается зигзагообразным маршрутом. Предметы не двигал, хоть врезается в мебель не особо и аккуратно. В прикроватных областях или подобных местах он не застревает, что отлично. Неубранных мест я не обнаружил, и в целом навигация у D10S прям хорошая. С препятствиями в 2 см он справляется, а вот препятствия выше 2 см для него уже помеха. Сила всасывания хорошая, но ничего нового я опять же не увидел. Шерсть домашних животных, волосы, песок и тому подобное робот-пылесос всасывает отлично. Даже после одного прохода в квартире уже достаточно чисто. Но углы у данного робота-пылесоса и не только для него это ахиллесова пята. Силиконовую щетку куда легче чистить, чем обыкновенную с ворсом, но для ковров она не столько подходит. Несмотря на это, с ковром, у которого короткий ворс, D10 справляется хорошо. Протирка полов по моим тестам хуже, чем у роботов-пылесосов, у которых резервуар или съемная площадка для протирки полов сильнее прилегают к полу. Здесь это фейл. В любом случае напомню вам, что обычное мытье полов со средством и шваброй данная технология однозначно не заменит. Хотя уже есть пылесосы, которые прямо моют, но не так хорошо все равно, как человек. При обнаружении ковра мощность всасывания увеличивается, но вот если робот-пылесос выполняет сухую и влажную уборку, он не будет объезжать ковры. Так что нужно будет попотеть и установить запретные зоны на ковры, как вы понимаете. Минусы: нет запасных деталей, проблема с темными покрытиями, влажная уборка меня не порадовала, и к минусам также отнесу цену во время, когда распродажи нет. Во время распродаж все хорошо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телегу взаимопомощи и мою личную телегу. Ну и разумеется YouTube. Всем, кто отставит любой комментарий, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую. Робот-пылесос DreamBot D10S очень даже неплохой робот-пылесос, но только для помещений без ковров, так как силиконовая щетка больше предназначена для паркета, плитки или чего-то подобного. По навигации D10S показал себя хорошо в целом, как и по автономности, так как результат такой же, как у многих роботов-пылесосов данной ценовой категории. Огромный плюс за все возможные настройки через приложение, так как это действительно удобно. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Огромное спасибо всем, кто посмотрел данный ролик. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.